Лактіалі в подорож бери з собою, щоб розлади травлення минули стороною. Дорогие друзья, здравствуйте! С сегодняшнего дня «Мир наизнанку» начинает изучать фантастическую, колоритную и очень консервативную страну, которая еще совсем недавно считалась небезопасной для туристов. Впервые мы приехали в страну с такими глубокими мусульманскими традициями, неоднозначной репутацией, но невероятной древней историей. Добро пожаловать в яркий, загадочный, мистический и экзотический Пакистан! Новый сезон! Поехали! В новом сезоне мы отправляемся к истокам сотворения мира. Не случайно говорят, что именно здесь, с небес, на землю спустились Адам и Ева. По следам древнейших историй человечества. Как говорят, Ной прицепил ковчег именно за эту скалу. И загадок прошлого. Верят в то, что этот камень показывает очень точно, когда наступит конец света. Мы найдем забытые миры в Гималайских горах. Места, которые находятся на стыке тектонических плит, считаются местами особенной силы. Которые населяют язычники. Прямо под ногами можно увидеть черепа и кости людей. Где реки полны золота. Смотрите, сколько золота! Вау! Какая-то уникальная земля. Все побережье золотое. И живут самые сильные шаманы в мире. Вы видите все, он потерял сознание. Познакомимся с местными великанами. Ого! Вот это гигант! Одной рукой меня, смотрите! Людьми с умопомрачительными способностями. Ты еще шевелишь ими, они же полностью выходят из орбит. Невиданными существами. Человеческая голова, тело лисицы. И неписанными законами Пакистана. Что не поворот, то новые седые волосы. Мы впервые будем изучать консервативную мусульманскую страну. Аллаху Акбар произносит все, и это в дословном переводе означает Аллах Великий. Познакомимся с разными течениями ислама и традициями, которые порой шокируют. Я многое видел в экспедициях, но такого я еще не видел. Побываем на самых опасных гонках. Как пуля выстрелил просто! Он прям пау! Вот так вот и нету его. В самых экстремальных регионах Перемещаемся в ту самую опасную провинцию Белуджистан. Парень с автоматом, все это спецназ. Честно говоря, что дальше будет, я не знаю. и на самых ярких праздниках. Ощутим пакистанское гостеприимство и доброту и познакомим вас с мистической, невероятной и малоизведанной страной. Исламская республика Пакистан. Пятая по численности населения страна на планете. И вторая по количеству мусульман в мире. Страна относительно молодая. Образовалась в 1947 году в результате раздела Британской Индии. Тогда территорию поделили по религиозному принципу. В Пакистан вошли земли, населенные преимущественно мусульманами, а в Индию преимущественно индуистами. Спорной территорией с середины прошлого века остается Кашмир. В Пакистане можно увидеть и жаркие пустыни, и заоблачные вершины Гималаев и других легендарных гор. Здесь находится вторая по высоте гора на Земле – Чогори или К2 – 8611 метров. А через соседнюю горную систему – Каракарум – когда-то проходил легендарный шелковый путь. Жизнь в Пакистане очень сильно отличается от европейских стран. Большинство жителей искренне и очень глубоко религиозны. Почти все регулярно посещают мечеть. Мужчинам здесь разрешено иметь до 4 жен, при условии, что они смогут их содержать. Для женщин есть целый свод правил. Прикрывать тело и голову в людных местах. А в некоторых регионах и семьях вообще запрет общаться с незнакомыми мужчинами. Или быть рядом с другими мужчинами без свидетелей и родственников. За богохульство в Пакистане полагается смертная казнь.
В стране действует сухой закон. Найти алкоголь в открытой продаже невозможно, а у нелегальных продавцов очень сложно. Любимый напиток – чай. Курение табака здесь – древняя традиция. Жизнь пакистанцев размеренна и неспешна. Люди встают поздно, пьют чай с молоком. И практически в любой ситуации говорят «иншаллах», то есть воля Аллаха, или «как решит Аллах». Это страна со сложной политической и военной обстановкой. В ней происходит сразу несколько вооруженных конфликтов за территорию, причем некоторые длятся уже десятилетиями. Поэтому не вся территория страны находится под полным контролем государства. Прежде всего, это относится к региону Кашмир и так называемой территории племен на границе с Афганистаном, которую некоторые иностранные СМИ даже называют самым опасным местом на планете. Также непростой остается ситуация в провинции Белуджистан. Но правительство утверждает, что часть страны сегодня безопасна. Так ли это? Проверим. Эту страну мы начинаем открывать с Пенджаба и приехали в культурную столицу страны и столицу штата Пенджаб, древний город Лахор. Это очень шумный и контрастный город, второй по величине в Пакистане. Здесь живет 11 миллионов человек, и здесь находятся самые главные достопримечательности в стране. Форты, мечети, дворцы и невероятные рынки. Но несмотря на это, встретить иностранных туристов здесь – большая редкость. Что неудивительно, ведь в интернете на эту страну давно повесили ярлык «смертельно опасная». У Пакистана очень неоднозначная репутация, его часто ассоциируют с террористами и опасностями. Поэтому многие боятся сюда ехать. Меня очень многие мои друзья отговаривали и говорили: ты сумасшедший, куда ты едешь, тебя здесь прибьют. Но я знаю, что это невероятная страна, в которой есть что посмотреть. А мы сейчас проверим, правда ли, что, как и говорят, здесь на каждом шагу люди с оружием, иностранцев воруют, и женщинам нельзя появляться на улице, а тебя застрелят, взорвут или убьют. Вот давайте просто прогуляемся сейчас без охраны. Я оператор и гид. И посмотрим, какова она, жизнь повседневная в городе Лахор. На первый взгляд, в исторической части города ничего опасного нет. Чтобы увидеть повседневную жизнь местных, отправляемся на центральный базар. Это одна из лучших достопримечательностей не из культурной сферы, а которая позволяет ощутить сполна атмосферу страны сразу, очень быстро, мгновенно, и насладиться экзотикой, которая здесь на каждом шагу, большими ложками и порциями. Рынки здесь особенно колоритные. Со всех сторон ткани ярких цветов, золото и всевозможная бижутерия. Кажется, что найти здесь можно все, от экзотической еды до традиционных нарядов и приспособлений. Господи, чего здесь только нет, вот особенно колоритные кальяны. Ассалам алейкум. Трубка цельная, потом какой-то механизм, винтики, труба заворачивает. Я извиняюсь за нескромный вопрос, а что вы курите? Это просто табачок или что-то другое? Табак. Возьми сам попробуй. Сразу говорю, курение это вредно, плохо, я не курю и никому не советую, но здесь не имею права отказать, поэтому попробую и расскажу вам этот вкус. У меня аж глаза слезятся. И башка кругом пошла. Вы уверены, что это табак? Конечно. Вот это табак. Смотри. Это из нашей провинции Пенджаб. Курение кальяна у нас очень древняя традиция. Спасибо! Друзья, это мы так развенчиваем мифы. Миф, который говорит о том, что иностранец, когда появляется здесь, на него набрасываются, воруют, снимать нельзя, с камерой появляться нельзя. Вот, пожалуйста, вам подтверждение. Все очень приветливы, все хорошо реагируют. Это всего лишь первые шаги в этой стране. Забегая наперед, скажу, что мне еще не раз приходилось, мягко говоря, понервничать. А едет, нас догоняет, пусти камеру. Снимаю шлем, подожди. Ой. Вот мужик, какие-то боеголовки у него, явно. Вот сейчас посмотрим, что это. Здравствуйте, ассалям алейкум. Что вы такое продаете? Кульфи. Из молока.
Ух ты, прикольно. Это как мороженое? Да, А сколько стоит? маленькая 20, большая 50. Что здесь кроме молока? Сахар и творог. Давайте мне самое маленькое мороженка. Держи. Класс. Спасибо большое. Шукрия. Вы знаете, я когда увидел вашу тележку вот с этими штуками, ракетами, я подумал, что вы какой-то боевик. Я не знаю, что это. Это бывшие ракеты? Нет, это украшения. Они по виду похожи на кульфи. Просто в интернете про Пакистан такое пишут. Я начитался, захожу на базар, вижу, ракеты мужик везет. Думаю, надо сваливать. Вот, друзья, это не ракеты, это символ мороженого. Вкусненькое, очень. Так, пропускаем рикшу. Я подъеду немножко. Чуть-чуть проеду здесь, потому что не пройдешь, щель маленькая. Начинается час пик. И вот так вот здесь на самом деле нормально. Можно прицепиться к тук-туку и поехать. Все нормально реагируют. Рикша-попутка немного прокатила меня по рыночным улочкам. И хочу заметить, что на рынке я увидел очень много женщин. Хотя некоторые интернет-мифы говорят, что в исламских странах им чуть ли не запрещается появляться на улице. Якобы существует особое правило. Улица – это мир мужчин, а дом – мир женщин. Да, действительно, общество здесь патриархальное. И действительно, женщина очень часто находится дома. Но то, что ей нельзя выходить на улицу, это неправда. Есть еще миф, что с женщинами общаться нельзя. Мы тоже сейчас попробуем деликатно это проверить. Ассаламу алейкум. Можно ли к вам обратиться? Вы разрешите? Извините, я вижу, не хотите. अगर आप माइंड ना करें तो आपसे इंटरव्यू ले सकते हैं थोड़ा. Нет, извините. Ассаламу алейкум. Можно обратиться к вам? Нет, нельзя. Вот видите, многие скрывают лица, видя камеру. Девушка, вы на меня смотрите. Ассаламу алейкум. Нет? ज़्यादा बात करोगी? Видите, нет. Вот насчет девушек все-таки пишут правду. Действительно, далеко не каждая девушка согласна пообщаться на камеру. Ассаламу алейкум. Можно вам задать пару вопросов? Можно. Мы только приехали в Пакистан и прочитали в интернете правила поведения в этой стране. И одно из правил говорит, что с женщинами нужно быть очень осторожным, не стоит подходить к женщинам, нельзя разговаривать с женщинами. Мы хотим проверить, правда это или нет. У нас исламская страна, поэтому такое правило действительно есть. Мы с глубоким уважением относимся к вашим традициям, но вы согласились пообщаться. Почему? Мы учимся в университете, и там нам говорят, что с гостями нужно быть вежливыми и радушными. Вы гости нашей страны, поэтому я согласилась с вами поговорить. Шукрия. Но в небольших селах к девушкам лучше не подходить и не начинать разговор. Там это запрещено. Исламские традиции четко определяют, как себя вести девушке с теми или иными мужчинами и как она должна быть одета. Общаться и ходить с непокрытой головой женщинам разрешено только дома, в присутствии мужа или махрамов. Так называют кровных родственников и родственников мужа. С ними женщина имеет право оставаться наедине и отправляться в путешествие. Находиться же с парнем до свадьбы можно только при свидетелях и с покрытой головой. При этом нельзя откровенно флиртовать или целоваться. Все только после свадьбы. А вот девушке одной можно ходить по Пакистану или нет? Вот я тут одна стою, и другим тоже можно. Спасибо большое. Шукрия, шукрия. Конечно, в любом случае, хочу сказать всем и каждому, уважительно относитесь в мусульманских странах к женщинам. Не снимайте близко без спроса. А если хотите пообщаться, спросите разрешение. А вот видите, другая семья и женщина укрыта полностью, и видны только глаза. Вот в таком случае лучше не подходить и не спрашивать. Это будет сразу конфликтная история. Вот я сейчас аккуратно повернусь так, чтобы не обращать на себя внимания. Вот идет женщина, говорит по телефону, и она тоже полностью скрывает свое тело, лицо. Вот на мопеде тоже женщина так едет. То есть семьи, которые придерживаются консервативных взглядов, и женщина полностью себя скрывает от окружающих. Ее видеть может только муж. Главный принцип женского дресс-кода при выходе в людные места – скрыть аврат. Так называют части тела, которые мусульмане обязаны прикрывать перед другими людьми. В зависимости от течения ислама и обычаев семьи, женщина обычно может показывать лицо и кисти рук. Но в некоторых случаях открытыми остаются только глаза.
Одежда, которая скрывает аврат, называется хиджаб. Многие европейцы думают, что это только платок на голову и лицо, но на самом деле хиджабы бывают разные и могут скрывать все тело от головы до ног. Его обязаны носить только совершеннолетние девушки. Традиционная мужская одежда здесь называется шальвар-камис. Шальвары – это брюки, а камис – рубаха. В сочетании эти два предмета одежды и образуют основной гардероб мужчин в Пакистане. Вот, кажется, я вижу то, что нам надо. Ассаламу алейкум. Я бы хотел подобрать для себя традиционную одежду, шальвар-камис. Выбирай, какой ты хочешь. Я хотел бы без вышивки, без рисунков, однотонный, вот как у вас. Есть такие. Сейчас покажем. Запомните, приезжаете в Пакистан, обязательно нужно купить шалвар-камис. Вот рубаха и штаны. О-хо-хо-хо! Это же, это на какого-то богатыря, на борца сумо. Они не великоваты? Не волнуйся, там будет пояс. А для чего так? Это для того, чтобы не жарко было? Да, чтобы проветривалось все. А можно примерить? Конечно. Поднимайся наверх, там сможешь переодеться. Ну как, нормально мой размер? Как раз на тебя. Вылитый пакистанец. Спасибо большое. То, что надо. То есть, смотрите, в жарком климате, когда плюс 33, плюс 35, сейчас в Лахоре именно такая температура. Во-первых, не обгораю на солнце. Во-вторых, не жарко. В-третьих, консервативно. В-четвертых, традиционно. И людям это очень понравится. Оператор Александр Дмитриев тоже переодевается в местную одежду. Комплект из 2 шальвар-камизов нам обошелся в $20. Я уверен, что в таком виде мы точно везде сойдем за своих. Поэтому сейчас можем смело направляться к главной достопримечательности города Лахор – мечеть Бадшахи. Место, равных которому нет не только в Пакистане, в Азии, но и на всей планете. Мусульманские мечети очень сильно отличаются от наших храмов и церквей, как внешне, так и внутри. Но главное – правилами поведения. Приходя в священное для другой религии место, очень важно случайно не нарушить традиции. В мусульманских странах с этим очень строго. Мечеть – это дом Аллаха, так считается, поэтому заходить в дом в обуви нельзя. Нужно разуться обязательно. Держите. Ассаламу алейкум. А вы не знаете, в носках можно? Да, в носках можно. И вы знаете, на самом деле можно сказать, что это самый главный туристический объект в стране. Обязательность посещения этого места подтверждает тот факт, что все знаменитости, все президенты, политики, дипломаты, которые приезжают в Пакистан, обязательно сюда приходят. Здесь была вся британская королевская семья, королева Елизавета II, здесь была покойная принцесса Диана, принц Уильям, абсолютно все, кто приезжают с официальными визитами или большие люди, обязательно сюда заходят. Вот я вижу представитель администрации. Салам алейкум. И вам мир. Добро пожаловать. Сегодня вы первые иностранные туристы. Ну вот у меня как раз вопрос про туристов. Я не мусульманин, я православный. Могу ли я сюда заходить? Корректно ли это? Никого ли это не обидит? Ислам – это религия мира. Мы рады видеть в этом священном месте абсолютно всех людей. Но есть некоторые правила, которых здесь нужно придерживаться. Пойдем, я тебе все здесь покажу. Вау! Как впечатляют масштабы. Вы посмотрите, какое огромное пространство. Бадшахи относятся к так называемым джума-мечетям или пятничным мечетям. В них проходят самые массовые молитвы, поэтому, чтобы вместить всех прихожан, здесь есть большой внутренний двор. Больше полукилометра в длину. Он признан одним из самых больших в мире. Сколько же людей здесь вмещается? 100 тысяч. Бывали ситуации, когда 100 тысяч человек собиралось здесь? Конечно. Есть 3 главные праздника в году, на которые здесь собирается столько людей. Ид аль-Фитр – это завершение Великого Поста Рамадана. Курбан-Байрам – праздник окончания паломничества в Мекку и день главной молитвы Рамадана. Постой – это первый призыв к намазу. Положено остановиться и помолчать.
Намаз – это обязательная молитва, которую все мусульмане должны повторять 5 раз в день. Независимо от того, где человек находится в этот момент, он должен прочитать намаз. Что нужно делать в этот период? Понятно, что вы, мусульмане, молитесь. Что делать нам, не мусульманам? В этот момент звучат священные слова из Корана, поэтому нужно либо молиться, либо тихонько послушать. Главное правило – это прежде всего уважительное отношение. Это же касается и внешнего вида. Как и в любой храм, в мечеть нельзя приходить в шортах и футболке. Руки и ноги мужчины должны быть закрыты. Девушкам разрешается открывать только лицо и кисти рук. Скоро начнется молитва. Нужно успеть провести омовение. И сам Аллах, и пророк Мухаммед, и Коран говорит о том, что важно быть чистым, важны омовения. И ритуальные, и повседневные, потому что намаз можно совершать и дома. И, простите за подробности, даже в любом санузле вы всегда увидите гигиенический краник, и после того, как вы справили любую естественную нужду, нужно обязательно помыться. Это религиозные законы, поэтому здесь люди очень чистые, очень аккуратные. Представьте, 5 раз в день молитва. Это значит, 5 раз в день моются руки, лицо, ротовая полость, носовая полость. Есть даже выражение, что в исламе чистота – это половина религии. Настолько чистота важна. Вот, друзья, зона, где происходит омовение. Ну, я, в принципе, знаю, как совершать омовение. Читал. Давайте вы сейчас посмотрите, правильно я делаю или нет. Хорошо. Первым делом, конечно же, в моем случае снять носки. Присаживаемся. Первый этап омовения – это ниат. Сказанные про себя слова, что ты проводишь омовение ради Аллаха. Представителям неисламской религии можно этого не делать. Дальше мусульманин должен 3 раза сказать «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар». Первое и самое важное – помыть кисти рук. Но самое-самое главное – это помыть между пальцами. Не просто сполоснуть руки, а между каждым пальцем потереть. И так 3 раза. После того, как мы помыли руки, нужно прополоскать нос, но левой рукой. Вообще левая рука считается нечистой, потому что левой рукой подмывают 5-ю точку после естественного процесса опорожнения, да? Поэтому левой рукой нельзя здороваться, трогать людей, брать еду. Даже отдавать деньги левой рукой нельзя. Но нос нужно промывать левой рукой. Дальше, друзья, нужно 3 прополоскать рот. Набираем правой рукой воду. Полощем ротовую полость и выплевываем. Сполоснуть руки. А во 2-й раз уже до локтя. Тоже 3 раза каждую руку. Тщательно. Следующий шаг – это умываемся 2 руками. Тщательно моем лицо. Берем руки вот таким образом. Проводим по волосам. Дальше переворачиваем ладони. Моем шею. И после этого моем уши и за ушными раковинами тоже. И так делаем 3 раза. А теперь, друзья, моем ноги. Обязательно левой рукой, потому что ноги нечистые. И обязательно мизинцем левой руки между пальцами, чтобы убрать всю пыль. Теперь я чистый и готов к намазу. Молодец. Все правильно сделал. Приближается время молитвы. В самой мечети уже нет свободных мест. Прихожане усаживаются перед входом на площади. В мечеть начинают массово прибывать люди, потому что прямо сейчас начнется самое важное событие в жизни каждого мусульманина. Это джума-намаз или пятничная молитва. Считается, что пятница – это особенный день. Сам пророк Мухаммед говорил, что кто пропустит пятничную молитву 3 раза подряд, сердце того будет запечатано. Грубо говоря, это грех. И если ты пропускаешь пятничную молитву, на это должна быть очень веская причина. Просто так пропустить пятничную молитву нельзя. Мы сейчас возле трибуны видим имама. Имам – это один из самых уважаемых духовных титулов в исламе. Такой человек руководит мечетью и главенствует в молитвах. Если проводить аналогию с другими религиями, то имам – это главный настоятель храма. И, естественно, он пользуется огромным авторитетом среди верующих.
Стена, возле которой находится имам, называется михраб. Она всегда обращена в сторону города Мекка, главной святыни всех мусульман. То есть Мекка находится вот там. Точное направление в сторону города Мекка называют кибла. Все мечети построены с учетом расположения киблы, чтобы люди молились строго в направлении священного города в Саудовской Аравии. Это обязательное условие намаза. В Мекке, в центре самой большой мечети на планете, Аль-Харам, находится священный дом каждого мусульманина – Кааба. Это сооружение в форме черного куба называют первым храмом на земле. А самое важное в нем – маленький черный камень в одном из углов. По легенде, этот камень из самого рая. Изначально он якобы был абсолютно белым, но со временем пропитался человеческими грехами и почернел. По традиции, каждый мусульманин должен хотя бы раз в жизни посетить Мекку, если есть финансовая возможность. Когда начнется молитва, никто не имеет права проходить перед молящимися. Потому что тогда молитва может быть не засчитана. И пока есть еще пару минут, я хочу показать вам зону, где служит имам. Давайте пройдем. Джума-намаз начинается. Все внимание на имама. Пятничная молитва начинается с восхваления Аллаха. Аллаху Акбар произносит все, и это в дословном переводе означает «Аллах Великий». У нас очень многие неправильно трактуют эту фразу в связи с тем, что некоторые религиозные фанатики, когда совершают какие-то противоправные действия, произносят эту фразу. Но, находясь здесь в мечети, я хочу подчеркнуть, что Аллаху Акбар – это Аллах Великий. Так же, как мы говорим «Слава Богу», так же, как, например, в украинских Карпатах, в Верховине или в Косове говорят «Слава Иисусу Христу», когда здороваются. Второй шаг традиционной пятничной молитвы – чтение первой суры Корана или первой главы. В ней говорится об общем значении главных идей Корана. Вот теперь поясной поклон, это тоже обязательный элемент. А вот теперь четвертый шаг. Человек, который исповедует ислам, обязательно должен коснуться коленями, лбом, носом, ладонями и большими пальцами ног. Пятки должны быть приподняты. Для тех, кто сейчас, возможно, подумал, почему я, представитель христианской религии, позволяю себе здесь поступать именно так, я показываю вам эти традиции, я проводник, который помогает вам познать этот невероятный, абсолютно другой мир. Это не означает, что я молюсь, я исповедую христианскую религию, я верю в Иисуса, но здесь люди об этом знают и нормально к этому относятся. Молитва закончилась, мы выходим. И я хочу обратить ваше внимание, что здесь только мужчины, женщин нет. Женщины в отдельной зоне. В исламском учении говорится, что лучшая мечеть для женщины – это уголок ее дома. Формально женщинам не запрещается посещать мечеть, но это, как здесь говорят, макрух, то есть нежелательное действие. Кроме молитвы, на территорию этой мечети привлекают вещи, которые можно смело назвать реликвиями мирового масштаба. Итак, друзья, приготовьтесь удивляться. В этом месте хранятся уникальные реликвии, которые действительно, просто невероятные святыни для всех мусульман. Это личные вещи пророка Мухаммеда, посланника Аллаха. Ислам – это самая молодая религия. Пророк Мухаммед умер в 632 году нашей эры. И несмотря на то, что прошло 1500 лет, эта религия стала второй по массовости на планете и самой быстро растущей. По прогнозам ученых, к 2050 году мусульман на планете будет ровно половина. Для каждого из них реликвия, которую мы сейчас увидим, это возможность прикоснуться к самому святому. Аллах – это Бог, а Мухаммед – самый святой человек-пророк. И
увидеть его личные вещи – мечта для каждого мусульманина. Его личные вещи хранятся здесь, и мы сейчас приближаемся к этому уникальному месту. Вот это тюрбан пророка Мухаммеда. Он носил его при жизни. Это его зимняя одежда. Посох. А это волос из его бороды. Пророк Мухаммед, последний пророк ислама, посланник Аллаха, которому были посланы, согласно исламской религии, священные писания, Коран. Это живой человек, который умер в 632 году нашей эры, и его личные вещи можно увидеть в Лахоре. Это действительно святыня, это уникально, это невероятно. А вот еще очень важная деталь. Здесь можно увидеть головной убор внука пророка Хусейна. Хусейн – кровный родственник, внук пророка Мухаммеда. Очень важная фигура для всех мусульман. Его имя часто вспоминают, когда говорят о шиизме, течении ислама, которое исповедует около 15% мусульман. В чем же главное отличие между шиитами и суннитами, которых среди мусульман большинство? Разногласие возникло после смерти пророка Мухаммеда в 632 году нашей эры, когда встал вопрос, кто станет его преемником. Сунниты решили, что так как пророк Мухаммед не оставил после себя прямого потомка, то есть первого наставника, или, как говорят сунниты, халифа, его должна выбрать община. А шииты хотели видеть первым наставником кровного родственника пророка Мухаммеда. И выбрали Али, двоюродного брата пророка. Сын Али, родной внук пророка Мухаммеда, чей головной убор мы только что видели, тоже один из преемников пророка согласно верованиям шиитов. Он известен как человек, который защищал ислам. Его жестоко убили, и с тех пор в день смерти Хусейна и через 40 дней шииты по всей планете собираются вместе, чтобы на массовом мероприятии почтить его память. Увидеть это событие мы сейчас и отправляемся. Забегая наперед, скажу, для европейцев то, что мы сейчас увидим, выглядит страшно. Именно здесь сегодня, как говорят жители Пакистана, сороковина, или 40-й день после смерти Хусейна. Здесь этот день называют Арбаин, то есть 40 на арабском. Это абсолютно не туристическое событие. Попасть сюда с камерой невероятно сложно. Все подъезды к центру города заблокированы фурами. Отключена мобильная связь. Вокруг десятки металлоискателей. Беспрецедентные меры безопасности. Все для того, чтобы не допустить теракты. Десятки тысяч шиитов сегодня собираются на улицах города, чтобы почтить память своего святого. А само действо начинается в храме. Надо разуться обязательно. Священное место. Ассаламу алейкум. Вот, друзья, закулисье. Наряжают священную лошадь. Это лошадь Хусейна. Вот видите, сегодня 40-й день, вспоминают Хусейна. И все то, что он использовал при жизни, должно присутствовать, в частности, конь, на котором он тоже перемещался, и другие атрибуты, которые мы сегодня еще обязательно увидим. Ой, зачем-то принесли козу. Она для жертвоприношения, Почему проводится жертвоприношение? чтобы защитить лошадь Хусейна от сглаза. Обязательная часть обряда — это жертвоприношение. Бедную козу сейчас принесут в жертву. Ой, как быстро все произошло. Все, перерезали горло, потекла кровь в большой чан. Сложно было себе представить. Я что угодно мог подумать, только не это. То есть коня сегодня красиво оденут, и на него будут смотреть другие и завидовать. Поэтому, чтобы спасти его от зависти, чтобы не произошло что-то страшное, уже много столетий подряд проводится в этот день обряд жертвоприношения. Вот видите, укрывают тканью, которая окрашена в капли крови. Именно эта кровь символизирует смерть Хусейна. Дело в том, что в день гибели Хусейна его конь тоже погиб. Именно поэтому сегодня у коня такое деяние. Ни в коем случае нельзя говорить праздничном, потому что сегодня не праздник, сегодня траурное шествие. Вот это копия седла, того самого, которое использовал Хусейн. Но самое-самое, друзья, необъяснимое, невообразимое и страшное будет происходить после того, как коня нарядят и выведут на улицу.
Подготовка завершена. Открывается большая дверь, и лошадь выводят в основной зал храма. Сороковина начинается. Идемте, пошли, пошли, пошли. Все стараются прикоснуться к лошади, потрогать ее. Тем самым почтить память своего святого. Все люди плачут, посмотрите, искренне рыдают. Видите, люди бьют себя руками и рыдают искренне. Это говорит о том, что показывает наглядно, насколько это действительно траур. Насколько искренне в это все верят. Вот вся процессия выбирается из храма. И сейчас начнется то, друзья, что сложно себе представить и осознать, что в наше время это существует. Вы сейчас все увидите своими глазами. Очень много представителей спецслужб, очень много охраны, потому что важно, чтобы сегодня ничего не произошло. Большое скопление людей здесь, в Пакистане, это всегда опасно. Не поверите, сегодня даже отключили мобильную связь. Здесь не работают мобильные телефоны, потому что взрывные устройства приводятся в действие при помощи телефона зачастую. Поэтому сегодня телефоны просто-напросто отключили. Вот люди выходят из храма. Улицы полностью заполнены людьми. Точно так же сейчас собираются миллионы людей во многих других мусульманских странах, где люди исповедуют шиизм. Арбаин считается крупнейшим ежегодным религиозным собранием в мире. Самое большое шествие происходит в Ираке. Миллионы шиитов идут к месту гибели Хусейна, в город Кербела. Видите, процессия кажется бесконечной. Все эти люди разделись, у многих можно увидеть шрамы, они бьют в грудь, тем самым как бы символически испытывая боль, которую испытывал Хусейн. Это шиитская традиция самобичевания, когда люди сами себя очень сильно травмируют, тем самым как бы подвергая себя боли, которую испытывал Хусейн. Мужчины бьют себя в полную силу. Практически у всех огромные синяки на всю грудь. Но забегая наперед, скажу, это только начало. Я иду с людьми, на спине у которых вы можете увидеть шрамы. Сейчас вы поймете, откуда эти шрамы. Согласно шиитской истории, во время битвы с врагами в 680 году нашей эры Хусейну нанесли 29 колотых и 27 резаных ран, а затем отрубили голову. Сегодня на площади все шииты стараются пережить муки, похожие на те, что испытывал их святой перед смертью. Вот видите, у мужчины ножи в газетке, он их разворачивает. Дальше начинается то, во что сложно поверить. Просто что-то невероятное. Он очень сильно бьет себя ножами. И я вижу разрезы, которые появляются. Люди в таком состоянии, в котором явно себя не контролируют. Вот, я стараюсь держаться подальше, потому что они не смотрят назад. И их задача сделать так, чтобы обязательно пустить кровь. Вот видите, друзья, как опасно стоять. Я стоял рядышком, и меня зацепили ножиком, не сильно, но он остренький, буквально краем коснулся, и уже пошло. То есть представляете, какие сильные травмы на спине. Вот, пожалуйста. Он начал работать ножами, потекла кровь. Все. Если спросить всех этих людей, зачем вы это делаете, то универсальный ответ будет следующим. Потому что мы жалеем о том, что нас не было рядом с Хусейном, и мы не смогли ему помочь. Поэтому сейчас мы испытываем вот эту боль в память о Хусейне.
ужас, на это страшно смотреть. Люди выражают чувства абсолютно искренне. И никто себя не жалеет. Видите, десятки мужчин и молодых людей стоят в крови. Вот мужчина, посмотрите, в каком состоянии. Вся спина красная и видны прямо глубокие разрезы. Мне, честно говоря, немножко не по себе. Я многое видел в экспедициях, но такого я еще не видел. Это неотъемлемая часть религии. И не мне судить, и не нам с вами, друзья, судить. Мы можем только наблюдать, но не можем давать оценку. Потому что этой традиции, этому обычаю многие сотни лет. Важно относиться с уважением, даже если нам кажется, что это неправильно. Буквально через полчаса спины мужчин полностью залиты кровью. Вот вся спина изрезана, буквально уже кровь сворачивается. Вот, друзья, это то самое орудие, которое используют абсолютно все. Острые ножи большие, достаточно тяжелые, ручка и цепи. Смотрите. Можно увидеть пожилых людей. А как вас зовут? Гулам. Гулам, сколько вам лет? Мне 70. Сколько лет вы уже приходите вот в этот день сюда и делаете так? С 14 лет. Это очень большой траур. Так мы напоминаем себе, что нельзя поступать жестоко, как Язид, который убил нашего имама Хусейна. Уважение к религии здесь прививают с самого детства. И сложно поверить, но на таком шествии можно встретить даже совсем маленьких детей. Вот, друзья, я вижу самое страшное. Дети стараются сделать так, чтобы травмировать себя до такого состояния, чтобы были раны, была кровь. Дело в том, что с пеленок этим людям прививают мысль, что «Господи, почему нас не было в тот день, когда Хусейна убивали? Почему мы не смогли ему помочь?» И люди избивают себя и говорят, что мы хотели бы быть в тот день рядом с тобой и помочь тебе. Каждый год вот такое зрелище можно увидеть во многих мусульманских странах, где есть шииты. Вот отец попросил своего сына подойти и бить себя ножами. Хочется поинтересоваться, почему он такое решение принял. Здравствуйте, как вас зовут? Хедер. Это ваш сын? Да. Он первый раз такое делает? Нет, он уже опытный у меня. Это было ваше решение попросить его делать так? Нет, он сам захотел. От любви к Хусейну. А вот я вижу, что поцарапал спину мальчик. Здравствуй, как тебя зовут? Али. Али, очень приятно. Не больно? А покажи, пожалуйста, что ты используешь. Вот, друзья, такие цепи, и на них достаточно острые ножики. Принято ими размахивать и бить себя по спине. А что ты чувствуешь, когда это делаешь? Я думаю о Хусейне. Вот всех палят, говорят, молодец. Вот процессия двигается дальше. В вашем возрасте многие увлекаются компьютерными играми, смартфонами и в религию сильно не углубляются. Ну, если в других странах посмотреть, вы же действительно искренне верите. Вот эта вера прививается с рождения? Мы с самого детства приходим сюда, смотрим и участвуем. Для нас это важно. То есть, видите, молодое поколение — это показатель. То, что все это искренне. Молодых нельзя заставить. Это традиции, которые передаются из поколения в поколение. И сегодня продолжают жить так же, как и более 1000 лет назад. Это уже напоминает какой-то кошмар. Мне тяжело видеть все, что я вижу. Вы видите, потерял сознание. Потерял сознание и упал, потому что просто болевой шок. Такое тоже бывает. Вот дают воду. Такое тут не редкость. То есть очень многие от болевого шока падают в обморок. Здесь очень много мобильных госпиталей. И если кто-то теряет сознание, если кому-то плохо, то всегда можно обратиться за помощью. Вот мужчину зашивают, потому что он так сильно себя разрезал, что нужно накладывать швы. Ой, как страшно смотреть. Это такие очень серьезные раны. И видите, в таких полевых условиях госпиталь прямо во время поминальной церемонии
Доктор, скажите, а часто такие глубокие разрезы? Да, больше половины из всех. Здравствуйте. Как вас зовут? Салам алейкум. Замир. Замир, я смотрю, вы сидите так даже с небольшой улыбкой. Вы нормально себя чувствуете? Да, я прекрасно себя чувствую. Вам не больно? Мне просто больно было смотреть, как вас зашивают сейчас, потому что у вас глубокие разрезы такие. Все в порядке. Для меня это не впервой. А здесь еще один молодой человек. Здравствуйте. Как вас зовут? Изалабад. Залова, сколько вам лет? 15. Не больно, как себя чувствуете? Нет, совсем не больно. То есть вы входите в какое-то особенное состояние, да, мыслями своими? Да, в тот момент я думал о Хусейне. Особенное состояние, когда человек не чувствует боли. Что сейчас будете делать после того, как вас зашьют? Пойдете домой? Нет, я пойду продолжать. Вот так вот. Спасибо большое. Шукрия. Самотравмирование продолжается часами. На улице слышен хор голосов, молитвы и удары ножами по плоти. Помимо нанесения себе травм, верующие также почитают память своего святого и другими делами. В день смерти Хусейна была перекрыта вода, источники воды. Спасибо. Вот, поэтому сегодня бесплатно абсолютно всем желающим раздают воду. Видите, причем даже холодную. Вот в грузовике лежит лед. Это делают частные лица за свои деньги. Это делают местные жители. Абсолютно все раздают воду и еду. Считается, что такое благое дело в этот день приносит особенную удачу на весь год. Вот видите, подносят детей. Эта вода непростая, это священная вода фактически. Угощайся. Спасибо. Почему вы раздаете яблоки? Спасибо большое. В честь имама Хусейна. Яблоки раздают всем. Считается, что поминальная пища, которую сегодня ты съел, она исполняет желания. Вообще все желания шиитов, которые загаданы сегодня, в этот особенный день сбываются. В это все верят. Рядом с местом, где раздают ритуальные угощения, некоторые участники шествия останавливаются передохнуть. Можно посмотреть на вашу спину? Да, смотри. Вот, достаточно такие глубокие порезы, вот здесь видно. Вам, скорее всего, придется накладывать швы. Нет, все само заживает. Вы правда не чувствуете боли? Совсем? Вообще ни капли. А как объяснить этот феномен? Почему? Ну, человеку больно, когда его даже царапают иголочкой. Обычному человеку. Что вы делаете для того, чтобы не было больно? В какое состояние вы входите? Как вы перепрограммируете свой мозг? Для нас это тоже чудо. В обычной жизни нам тоже больно, даже от царапины. Но когда с нами любовь к имаму Хусейну, мы не чувствуем боли. Настолько сильна наша любовь. Он сохранил нашу религию, наш ислам. Я, кстати, читал о том, что он был человеком, который защищал ислам. Как он это делал? Во время войны с Езидом он вел нас, показывал, что нельзя отказываться от намаза, исламской молитвы. Все люди видели, что мы держимся за нашу религию. Если бы он не объединил тогда людей, может, сейчас ислама бы вообще не было. Арбаин входит в число крупнейших мирных собраний в истории. Прямо сейчас десятки миллионов людей идут в иракский город Кербела, к усыпальнице Хусейна. В 2017 году в таком ритуальном шествии участвовало 27 миллионов человек. И с каждым годом людей приходит все больше и больше. Людей настолько много, что дороги перекрывают на сотни километров. Шествие будет продолжаться до поздней ночи, причем не только в Пакистане, а во всех мусульманских странах, где есть шиизм. Да, когда смотришь на все происходящее через европейскую призму ценностей, воспринимается это неоднозначно. Но лично для меня это еще один повод убедиться в том, что люди на планете Земля и традиции разных народов очень отличаются, и важно уважать друг друга. Смотрите в следующей программе. Самая мистическая экспедиция мира наизнанку. Посмотрите вокруг, это невероятно. Мы отправляемся к истокам сотворения мира. Не случайно говорят, что именно здесь, с небес, на землю спустились Адам и Ева. По следам древнейших историй человечества. Как говорят, Ной прицепил ковчег именно за эту скалу. И загадок прошлого. Верят в то, что этот камень показывает очень точно, когда наступит конец света. Мы узнаем, когда местные жители ждут Армагеддон.
Как только камень коснется потолка, наступит конец света. Осталось чуть-чуть совсем. Почему в этот регион Пакистана не пускают иностранцев? Удастся ли нам разгадать загадку одного из самых мистических мест на планете Земля? Нас приглашают в ту самую пещеру, в которую заходили многие, а выходили не все. Это Бадшахи, вторая по величине мечеть в Пакистане. Ну, очень большая. И чтобы она мне поместилась в кадр, я использую сверхширокоугольную камеру 8 мегапикселей. Ее угол обзора 119 градусов. С этой камерой у меня все поместится.